Друзья, всем привет, серферы, бездельники, наши любимые девианты. Продолжаем наши эфиры. И у нас, как я уже сказал, топ-тема сегодняшнего дня и вообще недели — Сирия. И поэтому мы выпускаем нашего второго сирийского кракена, значит, Мохаммед Фараджаллах, эксперт по Ближнему Востоку, человек, который глубоко разбирается в процессах в этом регионе, и не только. Значит, и который был уже у нас на этой неделе 2 раза. То есть мы такую решили сделать сериал. Да, и сегодняшняя серия посвящена падению режима Башара Асада, потому что уже стало известно, что он в Москве. Дамаск пал еще ночью. Те, кто следили у меня за моей телегой, то я после полуночи написал, что Дамаск уже все, у меня информация была там с мест. Собственно, ключевой вопрос сегодня, что будет дальше, как эта несчастная и прекрасная страна, потому что я уже говорил в эфире, что для меня Сирия одна из самых прекрасных стран, в которых я был в своей жизни, очень красивая, интересная. Как она дальше будет развиваться, как она стабилизируется, потому что сейчас все в эйфории, над Дамаском там салюты, фейерверки, но ключевой вопрос, что дальше, потому что и тахриры, которые пришли с севера, и, собственно, и те, кто с юга пришли, сирийская свободная армия, и курды, они далеки от идеалов государственного управления, и у них их просто не было такого опыта, да, вот разрешать такую сложную задачу, какой сегодня является постасадовская Сирия. Поэтому давай начнем вопрос вот сразу от наших зрителей. Данил Машак спрашивает: падение асадовской власти как факт свершился. Как смотрит арабский мир на этот факт? Какой бы хотел видеть теперь Сирию арабский мир? Спасибо, Юра, за приглашение. Я бы все-таки быстро пройдусь по именно событиям, хронологии, и потом отвечу на Данила. Вчера ночью мы уснули, еще мы говорили про окружение Дамаск, и сегодня утром проснулись, уже не было именно Дамаск, уже пала и освобождена. Утром все информации, которые мы понимали, что почему так на самом деле Асад тянулся, по утечке по арабских медиа, Асад до последнего держался не потому, что он верил в победу, а потому что все время, оказывается, он уговаривал своего брата Махер. Его брат хотел воевать, а он понимал, за него армия не пойдет. И поэтому именно реально они разминулись с оппозицией 3 часа. 3 часа, в котором успел Асад добраться до аэропорта, потом на вертолет и до российской военной базы Хмимим, и потом оттуда вылетелись на порту Ил-76. Утром была информация, что якобы пропал с радаров, типа сбили. Я тогда говорил, что это российская техника, чтобы просто скажем так, сбить всех следов и их доставить куда-нибудь. И Асад уже не стал, и сразу первое, действительно, что мы видим, Асад избежал, и первое уже оппозиция, то, что мы говорим, уже идут очень, мне кажется, правильная, мудрая политика. И это наблюдали с первого дня, в котором именно главнокомандующий всех этих войск. И сейчас мы должны говорить про уже мы говорим сейчас не про 3 силы, а 2 силы. Именно курды пока наблюдать, они особо не участвуют. Курды, сейчас мы к этому придем, а именно силы повстанской или оппозиции и фронт Тахрир Аш-Шам, они в одном, потому что это один уже генеральный штаб. И везде, кстати, они выдвигают только одного человека, именно Абу Мухаммад аль-Джулани, который уже дал, кстати, интервью Рашид для CNN, кстати, не для Аль-Джазира, для Арабии, именно CNN. Он таким образом показывает сигнал, что он идет в сторону Запада. И Ахмад Аш-Шара дает тогда уже заявление о том, что всех призывает действительно не казнить, не мстить, и любой сирийский военный, кто бросит оружие, его не преследовать. И это способствовало действительно быстрой сдаче позиции. Когда оппозиции дошли до Дамаска, все военные пункты, они просто были без военных. И вчера ночью стало известно, что 2000 сирийских солдат перешли иракскую границу и начали дезертирство и бегство. Скорее всего, эти военные, которые замешаны в тяжелые преступления, и которые они нашли убежище не у официального Ирака, а про иранские силы, чтобы себя спасти,
И Ирак эту информацию подтвердил. Тогда стало понятно, что армия Асада не будет воевать. Много спрашивают, а почему? Смотрите, много факторов. Первое. Та победа, которую типа советская армия ее совершала в 15 году над своим народом, она не была сама. С ней воевали два важных союзника, Иран и Россия. Этих два союзника не воюют, их нет. Второй момент. За этих 5, даже 9 лет коррупция настолько проникла в сирийское правительство, что каждый генерал, ему пришлось создавать какие-то бандитские контрольные КПП, чтобы зарабатывать. Приведу пример. Общался с человеком, который занимается мясом, торгует. Он сказал, чтобы я выводил 20 баранов из Дара, их продать в Дамаск, их из 20 доедут 10. Я должен отдавать что-то на каждом блокпост. Как будто я проезжаю не одно государство, а много. То есть люди везде надо было платить. Причем там расстояние же не смешное. Там смешное. километров 150, наверное. 150, да. Люди, когда в Латакии, которые государства пробережные, дошла зарплата, их хватит военного, хватит ему на 3-4 дня еды. И бедность дошло действительно на самом деле в регионе, который под Асадом, настолько хуже. А это не скажешь про в северной части, которые были под контроль оппозиции. Они были открыты к миру через Турцию. И тут Что там уровень жизни выше был? выше, да. Серьезно? И вот об этом сегодня уже, оказывается, начали сравнить. Оказывается, что уровень бедности сейчас в сравнении под Асадом в разы хуже. Там есть проблемы, их не признают, но они действительно созданы институции, и действительно между собой нашли общий язык, и торговля была открыта в Сирии, и действительно люди не нуждались настолько как-то. И поэтому оппозиция 5 лет, они на самом деле учились в модель вести государство. И это уже важный момент, о котором мы не знали. Второй момент. Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джарари, мы знаем, это всего лишь формальное, но самое интересное, важно, даже Асад поставил себе марионетку, но все равно официально назначенный премьер-министр, он уже сделал, мне кажется, хорошее заявление, заявляет о том, что он дома остается, ему бежать никуда, не собирается, и он готов власть передаст. И это действительно хороший сигнал, что не будет понятия переворот, в котором потом Асад будет думать, что типа его, как Янукович, да, типа свергли и так далее. Нет. И сейчас пошел вопрос передачи. И самое главное, как ответила оппозиция. Они приветствовали экс-премьер-министра и попросили его вести дальше дела государства. И когда была попытка сегодня каких-то именно просто бандитов ограбить Национальный банк, сразу туда реагировали силой оппозиции и это помешали. То есть мы уже видим, что действительно они уже приступали к вопросу управления государства. Что вопросом было с теми городами, которые они освобождали? Оказывается, в каждом городе освобождают, они военных в Алеппо шли юг, например, Хама, а просто с местных людей, то есть они не приходят и назначают им чужие люди. Нет, с местных их, они просто их формировать. Временных советов для управлять свое государство. И это для сирийцев было важно, что каждый остается на своем месте. После всего этого, естественно, когда уже стало четко, первая Саудовская Аравия уже заявила, что поддержит полностью переход и просит весь мир сейчас создать коалицию для поддержки сирийский народ и его передачи, и его, соответственно, под демократию. Сейчас идет разговор о том, что действительно эти все сигналы дают нам понять, что действительно это очень хорошие сигналы. Было обращение к курдские силы, то есть помнишь, там было у нас зеленые и темные зеленые и красные. Теперь вся Сирия в зеленом, кроме желтой регионе, в котором остался под силой курдов. Почему курды боятся? Это важно. Почему не курды? Дело в том, что курды в какой-то момент они предали революции. Было время, когда курды пошли в альянс с Асадом и, скажем так, их оппозицию назвали, ударили кинжал в спину, и они оказались в Алеппо, оказались в разных городах, но им не мстили. И, возможно, еще это был факт. А возможно, и тогда был план, чтобы именно кто-то далеко, действительно стратегическим, попросил курдов сделать, видя в кавычках предателей, но они проникли, потому что много городов, как Пальмира,
которая пала без сопротивления, потому что там давно курды управляли там рядом, и Асад их попросил: управляйте. Или вы там, и типа ему дали клятву на верность, в кавычках. И таким образом заранее были интегрированы в организм сирийского режима очень много элементов, которые просто ждали нужный сигнал. Сейчас курды стали именно они, с одной стороны, и оппозиция вторая объединенная. И было сегодня заявление от именно, называется там, правительства оппозиционных сил, призывает всех сирийцев теперь совместно работать для правительства национального объединения. И было заявлено от их пресс-офицера, что есть проект Конституции на 300 страниц, который будет его, ну понятно, будет его обнародовать, изучать. И турецкие СМИ уже публикуют несколько сценариев, от самого лучшего до самого худшего. Но честно, я тут не вижу сценарий Ливия и Судан. По несколько причин. Первое. Ливия, когда пала, там не было вообще, там Каддафи, он вел страну так, не было вообще понятия государства. Плюс, при всем уважении, ливийский народ по образованности от сирийцев во многом отличается. Это первое. Второе. Там уже режим воевал, и там действительно вопрос начали мстить те, которые были про Каддафи. И участники процесса двух сторон, они помешали этому национальному согласию. Судан. Режим Омар аль-Башир заранее создал две органы воюющие или военные. Это армия и сила быстрого реагирования, которые позже начали за власть воевать. В Сирии такого нет. Есть режим, есть оппозиция. Режим уже пал, сирийские солдаты начали дезертироваться, и при этом никто не следует. И плюс сирийский народ все пришли к выводу. Бегство Асада она с собой забрала эпоха 50 лет просто именно что диктатуры. И все прекрасно понимают, как дорога им демократия. Курды, алавитов, мусульмане, сунниты, арабы. И все прекрасно понимают, что им нужно жить вместе, и не будет и узурпировать власть конкретная сила, как некоторые говорят, это будет типа исламистское государство. Другие говорят, это будет, например, начнут воевать между собой. Я думаю, это маловероятно, поскольку есть гарант в этом, Турция. Турция хочет, чтобы эта страна была демократическая, и ей, конечно, протурецкая позиция. Поэтому мечта курдов о том, что отделиться, они сами прекрасно понимают, это нереально. И им будет самая выгодная позиция интегрироваться за понятие, например, федеративная республика. Но это, конечно, будет не быстро, поскольку мы говорим о миллионе сирийцев за границей. Они должны в этом принимать участие и в референдум, и в выборах. И сейчас начали подготовка создания временного правительства и военный совет. Есть об этом предположение, что это временное правительство будет часть из этих министров. Почему? Есть взяли под контроль только городов, а есть села, которые до сих пор они не знают, они боятся этих перемен, они все равно до сих пор под подчинением формально, да, действующая власть. Поэтому гораздо будет выгоднее оппозиции не прийти и отобрать силы власть, а именно, когда будет приказ от Дамаска. То сегодня, когда официальное сирийское телевидение публиковали заявление новой эры и заявление, что революция победила, это формально отобрало основание у кого-нибудь, которые просто ждали приказа. Все, официально уже есть приказ. Например, премьер-министр, он официальный, он уже на сторону этих перемен. То есть мы это наблюдаем, действительно хорошие, добрые сигналы. Штаты пока в этом не включаются, кроме они в этом обвинили Россию. То есть об этом кидают. Но пока они молчат, поскольку мы ждем Трампа. Почему? Потому что курды вряд ли будут что-то серьезное принимать участие в процессах без, конечно, консультации с американской стороны, потому что там американские военные, они остались. И сейчас в очередной момент, кстати, мы там на территории Сирии были две военные, ну, несколько стран, и американские, и российские. Российские уже бегут, их уже эвакуируют,
и американские остаются. Это очередной фактор. Самое интересное, как история повторяет, те, которые работают с восточным лагерем или с Москвы, всегда проиграют. Династия Асад начали править Сирию из Москвы, потому что Хафиз Асад учился в Москве, его готовили, его отправили сюда, и он действительно погиб режим. И сейчас уже по заявлению было выступила стороны Саудовская Аравия, Катар, Турция. Наконец-то Эрдоган заговорил об этом, о том, что Асад не оценил наше предложение с ним летом встретиться, то есть показывает, кто за этим стоит. И, естественно, уже Евросоюз то же самое призывает и готов содействовать, поскольку нужно для того, чтобы эта страна поднялась, первое, уйти от санкций, начать работать. Единственное, скажем так, где было не совсем культурно или грамотно, но это было понятно почему, нападение на иранские посольства и российские. И это понятно почему. Это не просто посольства, которые они были там, находились. Иран, это они участники всех этих преступлений против режима, против народа, поэтому они вторгались и все разломали, и отобрали документы, а российские сжигли посольство в Дамаске. Причины более чем понятны. В основном особо такого пока нет, но, конечно, пока есть время. Хочу напомнить, это бывает, помнишь, когда у нас был Майдан, и когда уже исчез Янукович, сбежал. Несколько дней у нас не было полиции, действительно у нас было, казалось, да, кто эту страну ведет и управляет. Потому что всегда вакуум есть. Но я думаю, скоро начнется с полицией. Это работает и с местной управлением власти. Поэтому Сирия и объявили сегодня 8 декабря праздник и национальный день, который вошел в историю. Значит... Извини, про Даниил Машак был вопрос, как на этом реагировал арабский мир. Ликует. Все арабские страны, все они, и везде по улицам новый флаг, чтобы мы поняли, там есть уже старый флаг, который красный, белый, черный, все это уже уходит. И новый, мы говорим про черный, белый, зеленый, это новый флаг, в котором уже везде его поднимают. Везде уже это празднуют, потому что арабский мир был в курсе все эти преступления. Некоторые поддержали открыто, некоторые не смогли поддержать. Некоторые интегрировались, пытались вернуть режим Асада. Некоторые нет, четко. И поэтому все. Единственное, где особо нет радости, это арабский мир, потому что арабские миры надеялись, что что Асад будет их союзником, но он пал. Это где, в Эмиратах? Да. Это была огромная ошибка именно правительства. Но, естественно, они молчат пока. Была попытка, что Эмираты и Россия смогут там какой-то проект сделать. Но это, конечно, погибло, и поэтому арабский мир это очень приветствует, особенно страны, которые в Иордания, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Египет, Алжир. И даже это стал сигналом, даже в шутку, что назвали ее некоторые сегодня от оппозиции, что это на самом деле первая яркая победа арабской весны. Хочу напомнить, началось оно в процессе арабской весны. И когда началась гражданская война, многие говорят, вот видите, к чему приводит арабской весны, вот к чему приводит перемен, разруха, смерть и так далее. Это считалось первая действительно победа. И они все я анализировал заявления разных течений, разные люди, все приходят к выводу, все прекрасно понимают, там очень грамотные люди, образованный народ, о том, что это шанс, в котором нужно снова сесть за стол переговоров и действительно строить новую Сирию, которая была отобрана у них 50 лет назад. США сейчас нанесли несколько десятков ударов по более чем 75 целей в Сирии. Речь идет об инфраструктуре Аль-Каиды, вот эти вот исламские всякие фундаменталисты, которые там в центре, там на востоке Сирии, там в пустыне где-то тусят. Вот. Это в районе, наверное, Пальмиры. Пальмиры. Пустыня там, почему они, там шедеры американцы находятся и прокуроры, там именно где место рождения нефти. И в этой пустыне, после того, как было введено ИГИЛ, особо никто не ходил, помнишь, мы говорили, никто не ходил, расчесал каждый километр. Поэтому какие-то очаги остались. И плюс, конечно, они понимают,
эти ячейки, для них это шанс. Пока есть хаос, режим пропал, да, есть шанс типа снова активизировать. И, кстати, участие Штатов в том, что подавление этих, говорит о том, что он действительно заинтересован в стабильной демократической Сирии. Смотри, правильно ли я понимаю, что в принципе у вот этого временного правительства открывается возможность получить финансовую поддержку со стороны монархии залива? Да. Да, потому что и вообще вот в принципе, как ты смотришь, сейчас я вспомню, когда-то у нас разговор месяца 2 назад был, помнишь, мы тогда про Израиль говорили, про возможность возобновления Авраамовых соглашений и создания новой архитектуры вообще на Ближнем Востоке. И ты тогда, кстати, как раз говорил про Сирию, Да. что может сложиться так ситуация, что даже Асада как бы в Сирию вовлекут вот в эту новую архитектуру, которая будет выгодна там странам региона с точки зрения реализации больших вот этих проектов Да. по доставке энергосырья, по участию в этом шелковом пути из Пути, Индии, конечно, да, и, собственно говоря, вот Асадом, даже Асада могли бы купить в обмен на то, чтобы Конечно. Иран вытолкнуть из Сирии. Теперь это Да. произошло уже без Асада. Без этого, да. Вот. Он глуп, он просто пропускал массу возможностей. То есть даже сегодня, например, обсуждаем вопрос, даже когда был подписан режим прекращения огня март 2020 год, который уже укрепил в позиции, ему нужно было просто начинать именно политический процесс. И тогда он за собой, возможно, сохранил присутствие какой-то, например, как политическая сила. Но он был оторван от реалий. Он верил, что он может вернуть, как его папа, единолично власть управлять, и одна партия. Все не могут понимать, это проблема всех диктаторов, не могут понимать действительно, что есть именно ветер перемен. Ты его не остановишь. Сегодняшний сейчас это впервые. Почему нужно время для выборов? Потому что в Сирии не было вообще политической партии. Она была одна, бааситов. Сейчас нужны новые партии, чтобы было выборов. И сейчас, тогда, конечно, была попытка сначала его уговорить уйти от Ирана. Потом была попытка подкупить его. Все, например, ты уже остался, как факт, ну как судьба, да? И даже арабские режимы начали его интегрировать, или монархии. Но он это не ценил. Он просто, я об этом говорил, как его Ахмад Шара, глава оппозиции. Он сказал, ошибка арабских тогда столиц, они не понимали, что он связан с Ираном как на клеточном уровне. Его отбросить от них невозможно. И поэтому с Израилем, конечно, важный сигнал во всем этом военном процессе. Я нигде не слышал, что кто-то кричит смерть Израилю. И это действительно мудро, что они не бросают вызов никакому государству. Но Нетаньяху решил поступить как стервятник, пользуясь моментом, захватывает буферные зоны в голландские высоты и даже занял некоторые села, которые за голландских высот. И уже заранее он пошел враждебно с новое будущее правительство. Понимаю, это может быть как меры без предосторожности, поскольку он знал старого врага, не поймет, кто будет новый. Но если, когда будет стабильная власть в Дамаске, посредник, например, Турция, уговорит Эрдоган вернуться до тех соглашений, которые были подписаны, то, скорее всего, конечно, в этот процесс он будет, это будет не на основе Авраамского соглашения, нет. Это будет вопрос на основе, как и Саудовская Аравия. Саудовская Аравия требовалась ряд требований, в котором готова нормализовать. Но самое главное, шиитская ось разломана. Иран потерпел второе по величине поражение за все время существования его режима. Первое было поражение, потери, это когда он проиграл с Саддамом Хусейном. Это второе. И это огромное, и уже оси, которые Иран пытался создать, именно такая как полумесяц, уже действительно поломана. И поэтому это все арабские монархии понимают, если они Сирию не поддержат, они будут искать нового, конечно, партнера. Поэтому, скорее всего, начнут поддержать для восстановления. Плюс возвращение миллионов беженцев. Они в Иордании. Иордания как маленькая страна, она не держит. Иордания, Саудовская Аравия, Кувейт, с Египта, Турция, но Турция это, конечно, особенно. И все заинтересованы, что это шло, поскольку
за время правления Асада там есть транзитные коридоры торговли, Иордания, Турция, Саудовская Аравия, Турция. Все было нарушено. Все ушло, огромный урон для экономики. И тогда, говорили, ну, это не быстро, снова восстановится вопрос возобновления разговор, а именно мегапроект арабский газ Евросоюзу. Мгм. Вот это тогда поменяет полностью регион. То, чего Путин очень не хотел. Очень не хотел, а теперь это и будет, и без него. Сейчас просто очень важно, чтобы Сирия действительно стала на путь демократии. Честно, я пока то, что вижу по всем сигналам, я это вижу позитивно. Пока негативных сигналов особо не вижу. Главное, чтобы остальные игроки, внешние, между собой договорились, чтобы никто не остался. Я говорю про те, которые про западные. Я говорю про Штаты, Катар, Турция. Чтобы никто не чувствовал себя ущемлен. Потому что если кто-то почувствовал себя, что он не получил, что хотел, конечно, будет что дестабилизирует. И главное сейчас, что курды, они, например, осознали новые реалии и начали в этом работать. Поэтому сейчас это все проекты, как раз, это удар тоже для Китая. Китай пока молчит абсолютно как рыба. То есть, Ну, что он скажет, правда? Что он здоров. скажет? Да, то есть Китай, например, у него были планы, серьезные планы, чтобы через Иран войдет на Арабский залив, на побережье Ирана, Мгм. и через Иран, потом на Ирак. Ирак, потом на Сирию, Мгм. и видит на Средиземное море, и он тогда свои, а теперь не получится его, через Ливан не доберется, через Израиль ему придется с Саудовской Аравией договориться, то снова действительно у Хамас, то, что пытался спасти для Китая, уже это опять никак не получается. Поэтому сейчас Сирия снова действительно стала центром внимания. И это важно для экономики, чтобы снова там плюс в арабских монархиях осознали важную истину. Правда, немножко, конечно, немножко поздновато осознали. Как бы ни был твой там брат плохой, лучше его не отпускай, потому что понимали, отпуская Сирию тогда, она попала в влияние Ирана, это было гораздо хуже, как же и Йемен. Поэтому сейчас, конечно, будет интегрирован, чтобы отобрать любые возможности. Сейчас они и так с Ираком работают. Ирак не полностью освобожден, Ирак до сих пор, Иран имеет над ним огромное влияние. И сейчас, например, это все будет восстанавливаться, и осознанно огромное понимание в Лиге арабских стран, важность Сирии и ее возвращения. Стабильность Сирии на самом деле огромное будет иметь позитивное на стабильность арабский регион, и, естественно, это ослабит Ирана. Мгм. Ну смотри, ты не боишься, что кстати, Израиль тоже сегодня нанес 100 бомбовых ударов по территории Сирии, били по военным заводам, складам ракет, прочего серьезного оружия. Короче, Израиль не хочет, чтобы на территории Сирии осталось тяжелое Как оружие. ну, Израиль как это типа оправдал? Типа, что он ударил по центр следования в Дамаск, который типа работает над химическим оружием и над баллистикой. Правда это или нет, я не знаю, но в любом случае это очень плохой сигнал со стороны Израиля. О том, что Израиль продолжает свою политику, которая, к сожалению, другой не имеет. И поэтому сегодня, да, были серьезные взрывы, конечно, в Дамаск, который сначала все думали, что как? Думали, что это остатки летчиков с режима Асада пытаются ударить, да, по каким-то... То есть, и это могло провоцировать реально гражданская война, ну, внутри Дамаска. Потом все поняли, что был Израиль. Поэтому, конечно, Израиль стервятник, и по-другому не скажешь. И это, кстати, момент важный. Он мог этой цели добиться по-другому. Так он же в сотрудничестве с Турцией и со Штатами. По-любому новая власть, чтобы она интегрировалась, ей придется идти на ряд уступки, да, договоренность, например, о том, что избавиться от химоружия, если она есть. И им это не нужно. Но Израиль делает по-своему.
Смотри, ты не опасайся, что, ну, на самом деле, вот если мы вот на эфире с Ильей Кусой обсуждали это, я всем советую посмотреть этот эфир, он глубокий. И заодно полайкать эти эфиры, это, вот, который сейчас идет на Романенко и Романенко Шорс, потому что я смотрю, нас все больше и больше смотрят, а количество лайков традиционно мало. Так вот, тебе не кажется, что, ну, в принципе, ключевая проблема в том, что, ну, как бы, нет, проблема будет с появлением субъекта, который бы мог сконструировать новую там сирийскую республику, да, поскольку там ребята вот эти вот бармалеи, как их называют, там с Идлиба, которые пришли, тахрировцы эти все, вот, они, ну, они не занимались государственным управлением, то есть такого масштаба, то есть они были в маленьком, Идлиб. они были в Идлибе, но Да. Идлиб маленькая провинция, там всего лишь там 8%, Юра, 10%. не они. Смотри. Кто будет конструировать, вот Хороший чтобы не вопрос. допустить Да. конфликта? Смотри, те, который держит автомат, у него одна цель – воевать и одержать победу. Да, вот они получили Всё. и одержали победу. Но не они, а кто над ними, Кто над совсем ними? другой. Вот над ними именно мы видим всего лишь именно первое лицо. Это Ахмад Шаря, который Абуль-Джуляни. И с ним ряд представителей оппозиции. А за ними стоит, мне кажется, и Турция, я уверен, Турция и другие, которые приказывают, говорят, ребята, одно дело, то есть мотивация, кто воюет, это одна, а кто политику ведет, совсем другое. Это нужно было сбалансированность. И не удивляйся, если потом будет формат идеология Сирии, будущая Сирия, совсем отличаться от идеологии всех этих. То есть я слышал выступление сегодня в Дамаске Ахмада Шаря. Он пытается в его выступлении гибридировать или интегрировать и исламский диалог, религиозный диалог, и современный диалог и демократия. То есть я как он слова подбирает. С одного слова он пользуется словами, как, например, как муджахидам, и одновременно говорит, мы тоже строим экономику, мы хотим разговаривать с миром, мы хотим выйти из рамки или из списка негативных стран, протеррористических стран. Уже сигналы посылают, и этих ребят потом будут их интегрировать в полицию или военных. У них будет совсем другая идеология. Это все, естественно, нормально. Если ты помнишь, будем рассматривать, как Судовская Аравия появилась и какая была идеология у Аль-Сауд в 30-х годах, ты ужаснешься. Но там был нужна был такой дух, чтобы захватывать всю пустыню, а вот потом начали вести по-другому. Самое главное, что голова основная прекрасно понимает и определила четко, что враги это все, враги республики, враги страны, это Россия и Иран, и призывали все остальные с ними работать. Даже важно, почему, я говорю, Нетаньяху просто, я не знаю, дурак, они даже не называли Израилем среди врагов. Четко сказали, у нас один враг, режим и его друзья, его союзники. Плюс к этому важный момент. Иран, или вернее, извините, Турция вложила очень дорого. Так как вложили щедро в военную стратегию, я уверен, политически, все это, Сирия уже впала в зоне влияния Турецкой республики. Ну, ты не переоценишь, потому что я с турками общался, они сами в шоке от того, ну, которые понимают процессы, Да. что они сами в шоке от того, что произошло, в том плане, что все ввалилось так быстро и так масштабно, что они теперь боятся как бы там не увязнуть в тех проблемах, которые будут после падения Асада. Ну, я не знаю, о ком ты говорил, но, во-первых, не каждый может знать, что делает его власть. Ну, так вот я говорю с тебе, кто знает, кто Хорошо. очень информирован. Второе. Ну, конечно, падение много шокировало, действительно, потому что все понимали, что это проблема с Асадом, но никто не ожидали, что такой будет щедрый успех. Поэтому сейчас, конечно, и важно, почему я говорю, важно, чтобы основные игроки между собой договорились, чтобы Турция и арабские монархи нашли общий язык в Сирии. Это очень важно. Иордания, например, с Турцией найдут общий язык, потому что там те же американцы, это 100%. Саудовская Аравия и Турция до недавнего времени они были что соперники, но они вроде бы уже более-менее нормализуют. Поэтому основные эти игроки, которые они все поняли одно. Как бы ни было плохой, в кавычках, компромисс, это лучше, чем, не дай бог, возвращение Ирана.
Все понимали, что такое Иран присутствие. Это не только смертей, это не только дестабилизация, это и наркотики, это и Хизбуллы, это все вместе. Это все прекрасно понимают. То есть регион на самом деле осознал настолько, как важно найти в этом компромисс. И они, я думаю, найдут. Все просто, мне кажется, не хотят начинать, пока не будет Трамп, чтобы американцы были в доле и в курсе. Те, которые со временем им это не понравится, или захотят, например, выставить свою идеологию над другими, я думаю, им это просто у них это не получится. Ну, допустим, у нас три стороны. Одна скажет, нет, я хочу, это была не демократичная, а исламская, например. Допустим. Просто у него не получится. Поскольку, хорошо, давай сделаем референдум, народ Сирии, мы знаем, это светский народ. По-другому не подходит. Это не Афганистан, это даже не Ливия. Это страна, в котором действительно близко к Европе, в котором страна действительно очень уже. Те, которые будут возвращаться с Европы, это люди, которые проевропейские видения. То есть мы говорим о новом модели. Я считаю, на этом надо очень интересно наблюдать и посмотреть, как будет действительно. И давай будем набрать в этом позитив. Я пока в этом настроен позитивно. Сигналов плохих нету. И сегодня единственный взрыв, это было из-за Израиля, который был взрыв в Дамаске. Плюс участие Штатов, пишет Тарас Задорожный на Романенко Шос, показывает, что действующая администрация Штатов тоже играет подпорога в этом раскладе. Да, но они как раз поняли, что остатки ячейки ИГИЛа могут, если они начнут активничать, воспользовать этот вакуум и занимать каких-то территорий, да, снова будем иметь проблемы с кем? С какой-то черной опухолью. И поэтому они вовремя их утихомирили. Значит, Штаты заинтересованы в стабильности новой республики. Новая страна. Угу. Так. Сейчас это чуть дальше. Один момент. Я когда видел сегодня, как падают памятники Асада старшего и младшего, сразу я вспомнил, как падали памятники Ленина в Киеве. Угу. Вот этот параллель, именно когда СССР и его соратники с собой эти идолы оставляют один в один. Как и это именно разница, да? Мы говорим, тогда победа нашей революции в 2014 году, 24 год. Тут ключевой вопрос, во что это дальше будет конвертировано. Потому что памятники упали, а в организацию мощную как бы это конвертировано не были. Мы имеем те проблемы, с которыми мы сейчас обсуждаем, там, когда говорим об Украине. Вот. Согласен. И поэтому, да. А у Сирии еще и наследие тяжелее, потому что гражданская война, которая была, она была очень кровопролита, это погибло сотни тысяч человек. Чтобы вы понимали масштаб, это если бы там минимум 300 тысяч погибло, да, там, а конечно. Есть и данные, что и 500 000 может погибло там, да, вот, потому что там жизни человеческие никто не считал, вот, это в стране, в которой перед войной было там 1,22 миллиона. Еще кроме этого, сейчас только начать открыть тюрьмы, когда вошли, в тюрьмах открывают, и в тюрьмах вышли люди, показали на Аль-Арабия, военный летчик, который был арестован события Хама 80-х, потому что он не выполнил приказ. Да ты что? Своим, то есть он 30 лет, 43 года. 40 лет отсидел. И он выходит, старик, и он не понимает, какую реальность. Другого человека в 88 году просто он не то слово сказал, его арестовали, и он выходит, и он не понимает. Он в 98-м был арестован. Женщина, которые были арестованы, выходит с ними детей, мальчики 6-7 лет. В тюрьмах. И дошли до таких тюрьм, которые именно под там пытки шли, не могут открывать замки. То есть они, то, что стандартный замок, который можно взломать ломом, уже показали на камерах Аль-Джазира, Аль-Арабия, показывают. Потом дошли до таких тюрьм, которые до сих пор они уже вызвали специалистов, как взломать и войти. То есть мы говорим про несколько этажей людей под землей, в котором давным-давно были потеряны, вот насколько это гестапо. Это гестапо, это ГУЛАГ, это именно сирийский ГУЛАГ, который был создан под землей. И это все достается. Показали в Алеппо архив.
как все преступления, все зафиксирования, все про жертв, как Хезболлы просто не могут войти в село, чтобы не было слышно, вырезали более чем 140 детей ножами. Это и Хезболла, это иранские силы. В Алгута, когда приняли туда химическое оружие. Не все мы знаем. То есть, конечно, Гута это пригород Дамаска. например, Дамаск, да. Это мы говорим настолько огромное, тяжелое наследие. Но когда народ понимает, он освободился от этой тирании, он будет ценить новую власть и будет ее держать всякие, потому что все они понимают, новая Сирия им всем нужна, всем абсолютно. Поэтому, конечно, есть наследие, плюс это найти, но здесь мне кажется, что это будет совсем другая модель. Главное, чтобы, опять же, игроки не портили, особенно Израиль, который, конечно, начал вести нехорошую игру, и он против себя настраивает уже антиизраильские позиции. Тут пишет, как правильно, Галани или Джалани? Абу Мухаммад Джуляни? Джулани, да. Джулани, да? Да. Он сначала открестился от Аль-Каиды, подчинился ИГИЛ, потом открестился от ИГИЛ, обратно подчинился Аль-Каиды, затем порвался Аль-Каида, и так что скользкий тип типа как был. Ну что скользкий, может просто гибкий, как бы. Как CNN сегодня сказали, прогрессивный джихадист. Но если про нем коротко, до недавнего времени никто не понимал, он сириец или не сириец. До недавнего. Когда появился именно революция в 2011 году, он соединился к революционерам. Плюс, поскольку у него исламистские, скажем так, видения, он обратился тогда Абу Мус'аб Заркауи и вошел в ИГИЛ. За крови, который по-нашему. Да, позже в ИГИЛ, потом, когда ИГИЛ была разбита, он был арестован, и тут важно, штатами. И посидел пару лет. Потом вышел. Вышел другим человеком. Трусковец прошел. Вот мне кажется, тут что-то случилось. И немало. Вышел, но он же тогда понимает, что Нусра и так далее, это все не проходит. И тут же понимает, Турция это прогрессивный человек, который имеет харизму. Зачем его это погубить? Плюс он понимал, мне кажется, что это все видение. Халифат и так далее, это все, конечно, не имеет будущего. И создан фронт Аш-Шам. Поэтому, если посмотреть даже в арабских лидерах сегодняшние, которые имамы, они когда-то были коммунистами. Я не хочу назвать конкретных имен, потому что в то время они уже верили в этом. А сейчас об этом смешно говорить. То же самое в начале войны. Люди идут сразу в одно направление, а потом они понимают, где они попали. И плюс важный момент, когда его новое появление, когда он дал первое интервью для CNN, и он сам назвал свое имя, уже назвать меня Ахмад Аль-Шара, и он родом из Дамаска, мне кажется, уже он объявляет о своем политическом проекте. То есть он прошел очень серьезное перебрендирование, переподготовка, но понимая с другой стороны, у него огромная сила, в которой люди верили в диалоге, например, мы воюем за джихад. Чтобы поняли люди, слово джихад, это неплохое слово. Джихад ты выполнишь максимальные усилия для достижения целей. Это чтобы понять, какой джихад. И теперь для людей, которые воюют, например, это мы кричим слава Украине, да? Для нас Украина превыше всего. Это хорошо. Но там идеология, чтобы тебе тоже мотивировать человека воевать против такого тирана, скажем ему за Сирию, ну это хорошо. А если именно во имя Всевышнего, это более сильная мотивация. И он понимал, отказываться от такой мотивации, это глупо. Ему нужны ударные силы. И поэтому он должен был сохранить бороду. Поэтому он снял одежду джихадиста, но сохранил бороду. Но с другой стороны, мне кажется, уже Турция с ним прекрасно и поработали. И Штаты тоже. Уверен, в этих тюрьмах Штаты он перешел подготовку, в котором переоценил и пересмотрел на мир. Важно, что вы понимали еще важный момент. Я общался с людьми, которые приезжали в Европу, которые у них такие, знаешь, типа мнения про мир, о том, что халифат. Они не знают другого мира.
как он попадает в реальный мир, в Европу, в Украину, в другом, значит понимать, что он не пуп земли, что то, что он понимает, это было ушло, он начинает переосмысливать. А там идет просто огромное зомбирование. Люди не умеют иногда мыслить. Почему? Потому что режимы так создали. Режимы так... Вот, например, Тунис. Почему Тунис по-другому? Это страна, которая... Тунис, да, у них был диктатор Бен Али, но он с первых дней полностью был с французским открыто. И люди, да, жили под диктатурой, но они были открыты, у них было закрыто. А в этих странах все было закрыто. И у них как было в Сирии? Либо ты за Асад, либо против него. А кто против него были тогда? Джихадисты. Логично. Ты выбираешь, что враг своего врага. Поэтому да, Аль-Джулайн, он уже Ахмад аш-Шара. Гость может объяснить вот в контексте того, что ты говорил, на видео постоянно выкрикивают Аллах Акбара. Что это Да. значит? Хорошее слово. Я об этом даже и написал в оппозиции им. Но они же там, не здесь. Кричите слава Сирии, кричите другое. Аллаху Акбар, я ее понимаю, это хорошее слово. Но ассоциирует у Запада неплохое. Смотри, Аллаху Акбар это слово, которое, если перевод до смысла, буквально, Аллах велик. Но а смысл такой, ты, когда ее вкрикиваешь, с тобой случилось то, чего давно ждешь. И поэтому восхваляешь Всевышнего. Ну, это как у нас говорят, слава Богу. Слава Богу, да, и все. Да. Потому что, например, люди, вот, например, человек, представь, 43 года в тюрьме, и он выходит, и он в реале. И говорит Аллах Акбар. Слава Богу. Он когда понял, он там его похоронит. По его мнению, просто арабское общество, это, конечно, это религиозное общество. Но не религиозное, в плохом, в хорошем. Естественно, в том, что мы все верим в Бога. И поэтому считается, каждый успех ты достиг, это все благодаря Всевышнему. Как ты его благодаришь, кричи Аллаху Акбар. Но это пошло в плохую привычку, когда кто-то интегрировал в Афганистан. Тогда кто-то это интегрировал в плохом, а вот там они вот это нормально. И думаю, так о себя не отвечают, различают. То же самое, например, когда то есть, у них там Сирия, например, объявила как его, режим Асада. Просто он арестовал любые, которые имели инакомыслящие, в первую очередь имамы. И поэтому они понимают его, что он был противорелигиозный. Поэтому этот крик показывает в том, что победа. То есть победа. Правильная Сирия над диктатурой. Тут ничего плохого. Это просто как ура. Скажем так. Ну, короче говоря, я думаю, что Мохаммед очень хорошо объяснил, то есть тут понятно все. Ну, смотри, вот тут просто как бы вот у многих опасения, я думаю, что и у Израиля, как бы вот, который там удары наносят, опасения, что вот это все может пойти по иракскому сценарию, когда там провалятся реформы, провалятся создание новой государственности из-за недостатка там специалистов там и так далее, из-за внутри этой всей конфессиональной грязни. И в результате получится, что масса людей пойдут в радикальный ислам потом, потому что слабое государство не может их интегрировать. И вот это вот ключевая проблема, не повторить судьбу Ирака, который потом свалился, по сути, в гражданскую войну, находясь в оккупации. А кто создал радикальный ислам в Ираке? Иран. Иран, чтобы оправдать, во-первых, Иран, после его поражения против Саддама Хусейна, он тогда уже поставил цель иметь рядом, чтобы возле него было слабое государство Ирак. Но выждал момент. Саддам Хусейн по глупости своей, тогда, когда вошел в Кувейт, дал, конечно, оправдание, да, для Международного альянса, ну, его демонтировать. Его просили все, в том числе и был недавно интервью Джасим Аль-Хамад, это премьер-министр Катар, последний, кто его посетил, сказал: я просил Саддама Хусейна, выйди и спасай Ирак. Ну, он по глупости не хотел. Но свержение Хусейна было руками американской армии. Поэтому сами иракцы против него не воевали, да, чтобы они уже понимали, что именно, скажем так, иностранная сила. Позже это воспользовал Иран. Чтобы Иран это, скажем так, поддержать. Иран что начал? Начал создать подпольные организации,
которые они являются типа антишиитские и радикалы, их создал Иран, чтобы оправдать, вот видите, я хочу вам помочь воевать против ИГИЛа. Как он создал? Не то, что он дал им деньги, нет, он понимал, что там есть какие-то ребята, да, например, радикалы. Просто через кого-то их спонсировал, как Израиль иногда и Хамас поддержал со стороны. То есть мы находимся в реалии, когда ты создаешь своего врага. Создали образ врага, это им дало оправдание войти в Ирак. Вошли в Ирак, и тогда Иран подкупил масса депутатов, и тогда, естественно, стал постоянно подорвать любой политический процесс. Вот почему Ирак не дошел до этого. И, конечно, американский. Здесь другое. Здесь сам народ пришел к выводу, что этот Асад им не нужен. Это первое. Второе. Новые эти ребята, они не с нуля. Они учились, да, в мини-государстве в Идлиб форма правления. Это второе. Третье. Нету ментальности в сирийцев, как у Ирака, например, уже идти кому-то мстить. Это было видно. Там в Ираке пошли месть. Месть против баситов, против военных, которые работали с Саддам Хусейн, их подтолкнуло куда? В радикальных силах. Пошли в ИГИЛ. Когда ИГИЛ захватили огромную территорию. Как эти дегенераторы захватили? Позже оказалось, там было много офицеров, которые работали с Саддамом Хусейном. Да. А сейчас эти говорят, нет, мы не хотим никого мстить, сними форму, иди домой. Логично. Они не будут уже что-то воевать дальше. И к всему этому тот враг, который именно дестабилизировал Ирак, он в Иране, он в Сирии врагом. Это кто? Иран. Иран уже не может войти под каким-то, то есть четко, уже, значит, типа, тут сняты все маски. Иран там вошел как типа друг, да, как сосед, хочет помочь. Здесь нет, не поможет. Здесь именно силы, которые могут помогать. Опять политически это кто? Иордания, Турция, Катар, Саудовская Аравия. И они все заинтересованы, чтобы это было действительно правительство национального единства. Поэтому нет, тут иракский сценарий маловероятен. И самый главный момент, Ирак 30% кто? Шииты или 40%? Там даже больше 60%. Ну, так их цифры. И они получили поддержку вне. Тут в основном это именно мусульмане сунниты. 70%. Да. Единственный момент, самый главный вопрос меня беспокоит именно вопрос с курдами. Это самый вопрос, который меня курдов 12%. Нет, хоть 1%. Они имеют вооружение, они имеют силу. Они будут интегрироваться или нет? Это самый главный вопрос. Так, что еще хотел спросить? Как ты оцениваешь поражение, как ты оцениваешь потерю России в Сирии? Прекрасный вопрос. То есть для России это самый главный. Для России это что? Это самый, это так. Путин, у него прогорел самый дорогой проект по величине, по стоимости, по важности после Украины. Никакой проект для Путина, но после Украины не было вложено столько военных, столько усилий, столько денег, как именно в этом. И помнишь, когда мы были у тебя в эфире, когда мы говорили, что интересно, почему так именно к Путину Асада грузили на военный самолет, и впервые Путин начал называть цифры, столько миллиардов было вложено, и с ним разговаривал, напомнил, что российское присутствие там типа на законном основании, он похоже понимал. Он заранее хотел типа сыграть в игру, что типа я ни при чем, но это было поздно. Поэтому единственный проект, который, где, кроме Украины, Путин хотел там щедро так вложился, и как государство, это Сирия. Участие Вагнер в Африке. Что Россия говорит? Нас там нет. Это типа какие-то частные военные компании, да? Участие России в Приднестровье, в Абхазии, типа это самые зеленые человечки. А в Сирии они официально присутствовали, и у них там были военные базы, они хотели в Египет. Поэтому этот проект, в котором дал Путину первое чувство гегемония, первое чувство сверхдержавы, он там находился и управлял, повлиял на ситуацию с Израилем, торговал то с Ливаном, то с Турцией. И этот проект, в котором вложены миллиарды, прогорел. Это проект, в котором он оттуда хотел помешать газ, арабский газ до Европы, прогорел. Поэтому это
потери огромные. Это самый дорогой проект для Путина после Украины, который уже похоронен за пару недель. Мгм. Здесь пишут иранские эти. Ну, мы в эфире с Куса это упоминали, что иранцы признали, что у них были информация, что Тахрир аш-Шам собрался атаковать Алеппо со стороны Идлиба. Вся информация была передана сирийскому правительству. Но что нас удивило, так это неспособность сирийских сил противостоять значит, Тахриру. Реакция армии и Да. очень быстрая скорость событий. Башар Асад сам был удивлен своей же армией. Мы находились в контакте с повстанцами, и они согласились на нашу просьбу не задавать значит, урона иранским дипломатам и шиитским святыням, сказал глава внешней политики Ирана Аббас Арахчи. Вот такой как бы... Да, и Асад подставил всех своих союзников. Они в него вложили и думали, ну наконец-то мы его укрепили, да. Но он сам, наверное, понимает, что надо работать. Мгм. Они понимали, что он лузер. Мгм. То есть они вложили в нем много, они разбили его оппоненты, а он оставил просто страну, знаешь, управлял страну, как напомнил, как в феодальной эпохе, когда где центральная власть, а он дает местным Князькам. управляй, что хочешь, мне нужно дан каждый месяц. И реально так и было. И он не смотрел, как входит коррупция, голод, люди недовольные, сирийский паспорт стал изгнан. И это все, конечно, шло, и он это просто не видел. То есть он как лузер, как государственный деятель, он настолько был, естественно, немощный, и он это просто подставил, на самом деле, своих всех союзников. И это, конечно, когда он впускал. Скажи, пожалуйста, нормальный ли человек, любой, даже диктатор, впускает в свою страну щедро именно кого-то, который будет производить наркотики. Где угодно. В Сирии дошло до уровня, что франшизу купишь за 2000 евро, оборудование, и ты кептагон уже производишь и продаешь. И этот он все видит. То есть ты, по сути, сам себе загоняешь в яму. И это он допускал. Поэтому они не ожидали, что он настолько этим не занимается. Плюс последние 2 года занятые все его окружения растащили страну как хотят. То есть я слышал, например, перехват, когда уже пал Хама, вот эти, которые его силы именно по асадской силой. Идите к нам, мы вам даем номера, нулевые номера, которые с нашими протоколами. Мы вам даем все права, что вы порабощали народ. То есть они их, да, хотели их завлекать чем угодно. Газ, чтобы купить газ, например, ты должен иметь талон. Эталон только если ты, например, приближен. То есть народ был доведен до нищеты. И это, конечно, просто для людей докипело. И люди просто понимали, что это любая новая власть хуже некуда. Я одного спросил об этом людей, а может ли быть фронт аш-Шам будет как Нусра? Он говорит, я жил под них обоих. Поверь, хуже Асада никуда. Хоть этих, у них хоть какие-то, хоть если с ними споришь, сказать, вот в Коране тут написано, да, а тех ничего им не святое. Это, конечно, Иран, но Иран на самом деле понимал, что Асад не подходит, и пытался готовить ему замену угодно. Но опять Асад по глупости своей, что их подвел, когда ему намекнули, начинай политический процесс, а он не хотел. Он не понимал, как это нужно. И он всех подставил. Но об этом, конечно, основные разведки все прекрасно понимали, к чему это все ведет. Но когда начнет, конечно, Эрдоган красавчик, провел всех в нужный момент. И сразу за сутки выступает парламент, Асад не оценил турецкую руку, которая ему была передана. А Путин коллекционирует легитимных президентов. Точно. Класс. То есть у него уже в коллекции кто там? Янукович легитимный, этот легитимный. Да. Кто-то еще к нему сбежал за последние. Вот именно, знаешь, они его заражут. Именно. Поэтому действительно это все куда. И эта диктатура, которая бежит
только туда, мы об этом думали, куда он побежит. Я думал сначала побежит, скорее всего, в Беларуси. Но даже в Беларуси не приняли его в России. Но я думаю, он там не задержится. Или он просто потом с радара пропадет, потому что будет его требовать для суд, как Янукович. Мы знаем, что он в России есть, да, но он не появляется. Ну и так, ну и Путин его принял не просто так. За 50 лет его династия столько денег воровала. Поэтому он просто как огромный богатый олигарх, который нужен Путину в какое-то время платит за свою жизнь, за Ну, присутствие. кстати, там уже в Да. западных СМИ появилась информация, что на протяжении там, последних 10 лет семья Асада купила элитные квартиры в центре Москвы, Да. в самых там элитных новостройках, поэтому, ну, они как бы готовили площадку там на случай ухода. Это ты говоришь про недвижимость, я говорю о бизнес. У них огромные денег, за 50 лет они просто воровали страну. Ты можешь представить время Асада, этот телефон стоит, допустим, $500, если ты хочешь к себе вывести, знаешь, сколько это можно его? Еще 500. Мгм. И вот так всю страну. Все, то есть на все надо было платить. Люди в аэропорту прилетают, если ты в паспорт не положишь купюру, тебя не пропустят. И не важно, кто ты. То есть настолько, и все это, он во всем имел процент. Поэтому там огромные деньги, которые он себе накопил, но вряд ли ему теперь пригодятся или может спокойно жить. Ну, там уже ходит информация, что он обещает это, что вернется, но я думаю, что это уже такое. В Латакии Да. повстанцы убили племянника Асада, Хиляля Асада уже стало известно, расстреляли. То ли расстреляли, то ли повесили, ну, короче говоря. И генерала одного в Дамаске убили. Тут это, кстати, тоже вопрос вот относительно того, как Да, удастся удержать конечно. от этой всей кровавой бани. Это вопрос и вызов для новых, действительно, кто вот страну управлять. Поэтому надо посмотреть, но я думаю, что очень быстро дадут снова понимать, что дадут полномочия времени для Министерства внутренних дел, в котором будет полиция будет работать, и я думаю, к этому будет понимать необходимо действительно вернуть порядок на улице. Это очень важно. А те, которые это казни, конечно, это все надо через суд. Хорошо. Я думаю, что у нас так плотно мы прошлись и в другом ракурсе дали, чем с этим, с Кусой. Хотя, кстати, еще тут несколько вопросов есть. Фараджилас, а сколько реально процентов христиан осталось в Сирии? Знаешь ты или нет? Нет, могу проверить, но осталось мало, потому что христиан, конечно, у них была тяжелая судьба, когда с них много бежали из-за ИГИЛа. Но сейчас скажу, согласно сайт оппозиции, сейчас мы быстро найдем. Тысяч, не знаю, 200 может. Сколько? Сейчас. И еще вопрос. Ну, 8%, которые на сегодня последние цифры. Ну, до 10. Да. Ну, как, кстати, Да. чуть меньше, чем чем курдов. Нет, чуть меньше курдов, а и больше алавитов. Ну, да. курдов больше. Да. Курдов 12% Да, там где-то. да. Такой вопрос еще. Там вначале спрашивали, в чем причина стабильности Иордании, вот, которая находится Ага. рядом с такими Всё это. странами нестабильными, как Трон. Сирия и Ирак. Да. Трон. Династия хашемитов, которые, ну самый главный король был король Хусейн, и его дедушка, которая, кстати, если дадим это пару минут, семья, которая в Иордании, они до этого управляли Хиджаз. Что такое Хиджаз? Это Саудовская Аравия. И они правили несколько, по-моему, 200 лет. Хашемитская, это ветка. Хашемитские, да, они были в Хиджаз. Когда наступил ветер перемен в начале прошлого века, в 1920-х годах, и тогда молодой, тогда уже был Абдул-Азиз Аль-Сауд, дедушка кронпринца Мухаммада бин Салмана, и он начал собрать тогда, хотел вернуть власть саудитам, которые правили в 17-18 веке в Саудовской Аравии. И тогда он поставил османы как враг.
и потому что говорил, идеологию, которую понимал дух пустыни, собирал и начал против них, конечно, война. Иначе и таким образом Британия ставила ставку на тогда хашимитов, а американцы начали понимать, что меняется, и тогда уже понимали, что саудиты сила. После того, как династия саудитов победила и объединила Саудовская Аравия, нужно было куда-то перемешать именно хашимитов. Они начали куда их перемешать в Иордании. Тогда Иордания, она была как территория, как восточный берег Палестины. Палестина была так, когда под британский протекторат, как основная была западная, которая Палестина, западный берег, отсюда и слово западный берег, потому что река Иордан, а восточная, на нее было не особо претендентов, и тогда был основан Амман. Туда переселили часть палестинцев, которые строили эту страну, и в основном часто была бедуины, в котором, например, там, скажем, никто особо не занял эту нишу. Тогда британцы начали поддержать данный трон. Король Абдуллай был убит, тогда подписал соглашение с британцами, его считали предателями, его убили в Аль-Акса в Палестине. Потом был король Талал временный, но пока не появился король тогда Хусейн, который начал править, ему было 14 лет. Под его мама тогда именно британка. И вот тогда и все, это Британия. Когда ему исполнилось 18-20 лет, и он женился на королеве Нур, это именно британка, и он тогда полностью образование с британцами, и он начал осознавать, как мир идет, и он тогда еще до того, как начала переговоры с Израилем. Он об этом писал, кстати, его дневник, что он имел загородный дом в Британии, в Лондон, и он встречался регулярно с израильскими представителями и пытался с ними договариваться. И в каждый раз израильтяне это все нарушали. Тогда восточная часть была еще под Иорданией. Когда Израиль захватил полностью Палестину, и он понимает реальность, понимает, что Израиль это кусок американской земли рядом, и он поставил так заранее, не стал играть в советские игры, в революции, он сразу поставил страну полностью прозападную. И он тогда реально дал подчинение британский трон. И он смог найти общий язык и убедить британцев, что я буду самым важным, надежным союзником на Ближнем Востоке. И тогда была гарантия для иорданского динара, полностью пускал реформы в королевство, скажем так, цифровая политика была в них очень далеко, и полностью разрешил тогда и британские военные базы, американские, четко он объявил, что он прозападный. Но вначале его назвали своим предателем, но теперь все понимают, что он был дальновидным. И тогда, естественно, учитывая их интерес, что им нужно для Запада, серьезный союзник, надежный, не коррумпированный и, конечно, который будет обезопасить самые длинные границы с Израилем. Это кто? С Иорданией. И он это все держал. И его, конечно, скажем так, политика баланса вело таким образом на опережение и понимание. Когда Саддам Хусейн торгался в Кувейт, первый, кто к нему прилетел, сказал: дурак, что ты делаешь? Это был тогда король Иордании. Пытался его уговаривать что, о том, что ты подписал всем приговор. То есть смысл, за что держится за мудрость тогда трона. И тогда он женился на британку. Его сесправящий король Абдулла II, его мама на самом деле британка. Когда он вступал в права, он на арабском плохо разговаривал, но сейчас он говорит нормально. И сейчас прекрасно понимаем. Сейчас их преемник, где именно Академия Хандерсет, которая Британия. То есть полностью они четко не играли в игры, как то Египет с Западом, Востоком, Алжир. Сразу он понимал на самом деле, кто лагерь лузеров и лагерь что победителей. То есть повезло иорданцам, потому что мудрые у них династия, которую им правят. Ну и, конечно, учитывая вопрос нацменьшин, там черкесы, это вся его гвардия, кстати, не арабы,
это черкесы, Да, которые которые с Кавказа ушли с Кавказа в ушли. 19 веке. Да. И он очень хорошо умеет ладить. И у него очень сильно развитое чувство, скажем так, как говорили, перемен. Когда начала арабская весна, кстати, тоже были в Иордании восстания. Но он, он людей не начал загнать. Он прислушивался, он реформы сделал, министр отправил в отставку. Даже если вернуться в историю, когда Гамар Абдул Насер, это был самый сильный лидер в арабском мире, когда времен арабского социализма, когда пытался его свержения, можешь представить, разведка арестовывает людей, которые мятежников, их готовят к казни, а король Иордания, он приходит в тюрьмы, их освобождает, и их возвращает своим родственникам. Теперь представь, как, и тогда он понимает, там действует устав племя. И если ты спас кого-то от смертей, вся племя тебя должна. Он этим занимался. То есть он прекрасно понимал, как разговаривать с своим народом, прекрасно учитывал много палестинцев, которые были беженцами, дал им гражданство. И он мог такой, скажем так, мудро, действительно, страна, которая без серьезных ресурсов и так далее. И сейчас первая арабская страна, которая открыла штаб-квартира НАТО недавно. Казалось бы, при чем тут НАТО, да? Но видишь, он что-то знает. И штаб НАТО открыл в Иордании, в Амман. Ну, Вот за что держится на самом деле. Что бы ни говорил другое, там ни ресурсов, ни нефти, ничего. Именно просто дальновидность. ага. Ну и нужно сказать, что Хусейн, король, который был вот до сегодняшнего короля, Он правил 48 лет. да, Абдаллы II, он был мудрым человеком, и Абдалла II как бы в принципе наследовал политику отца. Да. Он в спецназе, там как бы спецназ возглавлял там одно время. Ну и в принципе такой как бы активный король на самом деле. Уважаю. Их королевскую семью их уважают на самом деле. Ну, это действительно, я думаю, у них тоже очень сильные советники. Плюс недавно была попытка переворот, ну там говорит о том, что брат этого короля, Хамза, есть была полиция и разведка, представили королю достаточные основания о том, что он готовил переворот, но тем не менее мы не видели, он просто, скажем так, его, просто поговорил, он сам отрекался от любых претендентов на престол, не было казни, ни ареста, ничего. То есть, знаешь, типа без крови действительно решать такие вопросы мира, что и этот народ этот поступок зауважал. То есть он, народ, скажем так, презирал брата, который пытался свергать, и зауважал это короля больше, что если король не стал убивать своего брата, да, за трон, народ тем более. Там еще интересный есть момент, что насколько экстраординарный это человек, что у него была в биографии такая как бы момент, что в 95 году он снялся в сериале, это, по-моему, «Звездный путь», Voyager, в эпизодической роли. Да. А снялся потому, что очень любил был поклонником этого сериала. Скажем так, он всегда демонстрировал те вещи, которые не традиционные для Востока. Но через время все поняли, что он был прав. То есть, скажем так, долго. Я помню, даже был случай, когда в такая маленькая Иордания, Египет и вся страна Абдул Насера, и Абдул Насер его, скажем так, что-то приказал, что делать, он сказал, я тебя арестовываю. То есть настолько Абдул Насер. И все боялись, что все падают, все монархии падают. В Сирии была монархия, кстати, пала. Все монархии в Ирак пала. И он сказал, хорошо, посмотрим, кто кого переживет. И мы видим, как это все переживало. То есть знание и уметь править, это искусство, которое дано не каждому. Я нашел вот то, что ты имел в виду. Перед тем, как покинуть тюрьму Саидная, сирийские силовики обесточили двери
подземных камерах, которые считаются камерами смерти. Повстанцы не могут освободить заключенных, среди которых есть и совсем пожилые люди, и опасаются использовать взрывчатку, поскольку на месте собрались родственники людей, находящихся в этих смертельных ловушках. И вот они сейчас пытаются там, короче говоря, как-то это все раздолбать там, с помощью этих молотков отбойных там и так далее. Ну, это вы просто, чтобы понимали, какой контекст вот под занавес падения Асада был, как бы, да. Еще очень много будет раскрываться, очень много. Хорошо, друзья, спасибо большое, что смотрели. Не забудьте полайкать эфир и подписаться на канал Мохаммеда Фарджалаха в YouTube есть. Да, да, я ссылку в описании в эфиру дам. Вот. И не забудьте комментировать там. Я думаю, что мы дали интересные вводные. Нарежем это все на шорты, на короткие сюжеты, вот именно конкретно посвященные там той или иной стране, там, или тому или иному сюжету. Это все тоже разгонять, потому что многие не любят длинные видео смотреть. Ну, для вас есть короткие видео. И это все будет на ТикТоке, в телеге, там, в Твиттере там, и так далее. На страницах Вилли в Фейсбуке тоже там это сейчас идет трансляция. Поэтому везде, где можете нас найти, в описании к эфиру все есть. Разгоняйте и лайкайте, комментируйте. Это все позволяет охватить нашей сеткой медоедской как можно больше людей, чтобы они понимали, что происходит. Ну и к вопросу там, как из России я вижу, некоторые пишут, что вы тут разбираете, там, что там у Бармалеев, там, когда у вас тут у самих страна валится. Дорогие, значит, русские боты, которые эти дни как в рот воды набрали, потому что нечего было говорить. Мы сами разберемся, что у нас, во-первых. Во-вторых, то, что там происходит, это и несет массу поучительных сюжетов для Украины. И для того, чтобы не повторять чужие ошибки, ну, лучше всего их знать. Поэтому вот благодаря таким нашим гостям, как Мохаммед, мы это все и познаем. И транслируем на нашу аудиторию. Все. Спасибо большое за то, что смотрели. Всем тихого вечера. Пока.